задался вопросом, готов ли он к реальности, когда она выйдет наружу. Внутренний анонимный источник сообщил, что решение Чингука связано с чем-то более глубоким, чем просто карьера, более острым, чем давление фандома, и более личным, чем все, что когда-либо было показано на мировой сцене. Кто бы мог подумать, что за улыбкой, которая считалась символом теплоты и смирения, скрывается нечто гораздо более тяжелое, и Тэхён, фигура, которая шла рядом с ним, внезапно стал хранителем ключа к разгадке этой головоломки. Самый большой сюрприз преподнесли не слухи и не домыслы СМИ, а слова самого Тэхёна. Когда он наконец заговорил, мир словно перестал вращаться. Дождя не было, но воздух был влажным и душным, грома не было, но каждое предложение звучало как грохот. Это доказательство того, что они что-то скрывали годами? Неужели будущее группы, даже их дружба, на грани зыбкой пропасти? Пока публика отчаянно ищет информацию, исследователи корейской поп-культуры начали обсуждать динамику эмоциональных связей, возникающих под давлением индустрии развлечений. Они назвали это явление эмоциональной дихотомией, состоянием, когда человек сталкивается с выбором, который одновременно одинаково верен и болезнен. Чингук, чье лицо позже стало казаться еще более тяжелым, чем обычно, стал самым наглядным примером этой теории. Еще более захватывающим стало то, что Тэхён внезапно сделал заявление, которое не только удивило, но и вызвало больше вопросов, чем дало ответов. Пытался ли Тэхён защитить Чингука, или же он сам стал причиной этой дилеммы? Немедленного подтверждения не последовало, лишь короткая фраза, словно призванная нарушить тишину и вызвать бурю обсуждений. Фраза резко промелькнула, заполнив социальные сети, новостные платформы и форумы международных фандомов. За считанные минуты мир превратился в площадку для дискуссий, полную животрепещущих домыслов. Тебе стоит знать кое-что. Всего 7 слов, и весь мир пылал. Чингук не отрицал, не оправдывался, но его взгляд в следующем интервью был таким, будто зима пришла без предупреждения. Фандом был прикован. Наблюдатели за межличностными отношениями гадали, не сломалось ли что-то, что всегда было основой их единения. Было ли это связано с сольной карьерой, с обещанием будущего или, что еще более личное, с чем-то, чего публика даже не представляла? Ответ не пришел сразу. Он приходил постепенно, словно шаги человека, идущего по битому стеклу. Каждое новое заявление Чингука и его команды не успокаивало, а лишь разжигало любопытство. Мир был словно заперт в первом акте настоящей драмы, и все хотели узнать финал. Но прежде чем этот ответ был раскрыт, давайте вернемся к тому дню, когда все начало меняться. Тот день, когда Чингук пришел в репетиционную комнату раньше обычного. Его лицо не было таким мягким, как улыбка, которую он показывал камере. В его глазах было что-то непереводимое, словно он запоминал жизненный сценарий, который никогда раньше не ставился. Некоторые из сотрудников, видевших его тем утром, описывали его простыми, но емкими словами, молчаливый, напряженный и задумчивый. Он не играл музыку, не издавал обычного тихого бормотания, лишь остатки тишины, которые вызывали у любого, кто его видел, желание спросить, о чем он думает. С другой стороны комнаты Тэхён подошел несколько часов спустя. В отличие от Чингука, который выглядел беспокойным, Тэхён выглядел спокойнее, словно человек, переживший шторм и теперь просто ожидающий, когда закончится дождь. Но это спокойствие было не тем привычным спокойствием, не тем спокойствием, которое всегда было синонимом его личности. Было что-то другое. Что-то, что заставляло сотрудников обмениваться взглядами, не смея издать ни звука. Они знали, без чьей-либо помощи, что сегодня что-то произойдет, что-то, что может все изменить. Чингук учрежденно сидел в углу комнаты, а Тэхён стоял неподалеку, словно намеренно держась на расстоянии, но все же желая быть рядом. Их отношения за все эти годы, сцена, мировое турне, бесчисленные смешки, нераскрытые секреты, внезапно показались тонкой нитью,
не понимающим языка человеческого горя. Прошла почти минута, прежде чем он ответил тихим голосом, который, вероятно, заставил бы дрожать любого, кто его слышал, даже не зная контекста. Я не уверен, но, возможно, не стоит. Что означает слово «должен»? Это обязательство артиста, давление агентства, личное желание или же речь идет об отношениях, выборах, обещаниях будущего, о которых не все имеют право знать. Тэхён долго смотрел на него, их взгляды встретились, но не с тем сценическим восхищением, к которому привыкли армии, а с чувством ненадежности, которое слишком долго сдерживалось. Тогда публика впервые почувствовала какое-то движение между ними, невидимое, а ощутимое. Слухи об этом коротком разговоре быстро разнеслись. Когда несколько дней спустя команда слила подробности в СМИ, фандом мгновенно закипел от домыслов. Многие гадали, что Чингук имел в виду под «не стоит». Может быть, речь шла о новом проекте, который ему предстояло реализовать в одиночку? Думал ли он о будущем, которое больше не будет проходить бок о бок с Тэхёном? Или речь шла о чем-то гораздо более личном, о чем никогда не говорилось публично? Ситуацию еще больше накалило заявление Тэхёна, которое наконец-то было опубликовано в интервью несколько недель спустя. Не длинное, не слишком откровенное, но достаточное, чтобы потрясти основы мировой фан-базы. Он сказал, некоторые решения нужно принимать не потому, что хочешь, а потому, что нет другого выбора. Фраза звучит философски, но в ней таится трогательность, которую трудно скрыть. Иногда нам приходится что-то терять, чтобы спасти что-то более важное. Публика затихла. Интервью разнеслось как ураган, оставив миллионы поклонников гадать, о чем же на самом деле идет речь. Они не называли имен, не называли ситуаций, и все же все знали, о ком идет речь. Все знают, к чему это приведет. Но кульминацией всего этого стал публичный ответ самого Чингука. Не полное объяснение, не прояснение, которое разрядит обстановку. Он лишь сказал слегка дрожащим голосом, что принятое им решение может разочаровать некоторых, но он надеется, что однажды они поймут. И в этот момент камера запечатлела нечто, что невозможно было обмануть. Слезы на глазах Чингука не от давления публичного трюка, а от того, что принятое им решение оказалось болезненнее, чем то, что понимал внешний мир. Он что-то заканчивал или начинал новое? Было ли это решение связано с карьерой, дружбой или самим собой? С человеком, которого обожали миллионы, но которого он, возможно, никогда по-настоящему не знал. Тэхён не стал спорить, не согласился, но произнес фразу, которая разбила все предположения, словно стекло, брошенное о мраморный пол. Надеюсь, он все еще будет видеть меня, даже если уйдет в другую сторону. Нет метафоры болезненнее этой фразы. Нет более резкого высказывания, чем признать возможность потерять кого-то, не произнеся этого вслух. И мир знал, без необходимости прямого признания, что решение Чингука потрясло и Тэхёна. Теперь публика ждет. Медиа-эксперты написали подробный анализ эмоциональной динамики этих двух мировых икон. Фанаты пытаются разгадать подсказки в мелких взаимодействиях, жестах, паузах и дыхании, даже в выборе песен на последнем концерте. Все эти мелкие детали превратились в фрагменты пазла, которые они хотели сложить в целостный ответ. Но эта загадка еще не разгадана. Мы только что прошли первые врата. Еще 1000 слов нужно написать, потому что за этим решением скрывается гораздо более сложная история, чем просто слухи о расставании или домыслы СМИ. И в этот момент по всему миру начал раздаваться один главный вопрос. Действительно ли Чингук стоит перед самым важным решением в своей жизни? И Тэхён – последний человек, на чью сторону он надеется встать, или именно первый, кого он хочет сохранить в безопасности? Тот вечер часто обсуждался присутствующими, вечер, который многие фанаты теперь называют «ночью перед переменами». Это был не концертный вечер, не вечер интервью и не вечер, когда камеры следили за каждым их шагом. Это был обычный вечер тренировок, но именно в этой рутине начал
отпускать. Тэхён наблюдала издалека, сдерживая что-то, что, казалось, вот-вот взорвется, но молча сжимал это. Никто не произносил ни слова, пока наконец не заиграла песня. Не песня для выступления, не репетиционная, а демозапись, которая, предположительно, так и не была опубликована. Песня звучала так, будто кто-то писал прощание тоном, который не хотел быть произнесенным вслух. Текст был расплывчатым, но каждое слово было словно удар в грудь. О том, как идти, даже если придется остаться одному, о выборе направления, даже если сердце хочет вернуться, о человеке, которому приходится убрать руку, которую так долго держали. Пока песня кружилась, Чингук закрыл глаза на очень долгое время. Тэхён смотрел на него, не говоря ни слова. Внешний мир не видел происходящего, только их глаза, их сердце и само медленное решение. Когда песня остановилась, Тэхён сделал несколько шагов вперед. Ни зрителей, ни света прожектора, но именно это делало этот момент более честным, чем все, что они когда-либо исполняли на сцене. Он тихо позвал Чингука, словно боялся не получить ответа. Чингук повернул голову, и в их взглядах, встретившихся взглядами, прозвучало признание, которого они никогда раньше не произносили. Решение было реальным, неизбежным и неотвратимым. «Я хочу понять», — медленно проговорил Тэхён. Чингук опустил голову, сделал глубокий вдох, словно готовясь сказать что-то тяжелое, пока голос не прозвучал горько. «Боюсь, если я останусь здесь, я никогда не пойму, кто я на самом деле без тебя». Эта фраза обдала Тэхёна, словно пробирающий до костей холодный ветер. Но больнее было не само слово «без тебя», а едва заметный акцент на «без тебя». Маленькая честность, пронзившая тьму, словно осколок света. Прекрасная, но в тот момент ранящая. Не было камер, чтобы запечатлеть это. Не было записей, которые фандом мог бы воспроизвести в качестве доказательств. Но эффект от разговора был подобен ряби на воде, растекающейся волнами. Решение Чингука касалось не только сольных проектов или его будущей карьеры. Речь шла не только о жизненном пути, который он хотел выбрать. Решение касалось и отношений, которые были слишком глубокими, чтобы упрощать их до уровня легкой дружбы, но и слишком сложными, чтобы о них говорить публично. Дни менялись, и публика все больше жаждала ответов. СМИ начали замечать небольшие изменения в общении. Чингук стал чаще появляться один, его лицо стало серьезнее, улыбка сдержаннее. Тэхён все еще улыбался, но, несмотря на все попытки скрыть, чувствовалась едва заметная дистанция. Международные фанаты начали искать доказательства в каждой фотографии, каждом фан-каме, каждой секунде их взаимодействия на сцене. Подмигивание, которое раньше считалось привычкой, теперь рассматривается как эмоциональный код. Пауза в середине предложения может быть признаком невысказанных чувств. Некоторые говорили, что Чингук хочет жить один ради карьерной зрелости, но другие полагали, что дело было в чем-то гораздо более личном. Существовала теория, согласно которой у обоих были важные планы, которые необходимо проверить на расстоянии. Некоторые думали, что они хранят большой секрет, который еще не пора раскрывать публике, но не было теории болезненнее той, что предполагала, что они готовятся к возможному расставанию, сделав жизненный выбор, которого не могли избежать. И по мере того, как слухи становились все горячее, Тэхён вновь появился с заявлением, которое сделало бурю еще безумнее. В коротком прямом эфире он не назвал имен, не упомянул контекст, но его голос дрожал, когда он произнес слова, которые теперь стали вирусными на всех платформах. Надеюсь, кто-то правильно истолкует его выбор. Иногда те, кто нам дорог, должны выбрать другой путь, чтобы остаться на плаву. Эта фраза превратилась в раскаленный бензин. Поклонники плакали. СМИ писали громкие заголовки. Аналитики, специализирующиеся на отношениях знаменитостей, анализировали ее с точки зрения психологических теорий.
полились так естественно. Зал затих. Мир замер, и сотни тысяч фанатов осознали нечто. Решение Чингука было не просто профессиональным. Это был не просто выбор карьеры. Это было жизненное решение. Решение сердца. Болезненное решение. После шоу он написал одно короткое предложение на официальной платформе. Всего одно предложение, но его хватило, чтобы интернет завис на несколько часов. Если я решу уйти на время, это не значит, что я не хочу возвращаться. Миллионы людей прочитали. Миллионы людей поняли. Но только один человек, возможно, понял, что это значит – Тэхён. Когда сообщение было опубликовано, Тэхён ответил молча. Он опубликовал фотографию неба без текста. Только облака, только пустое голубое небо, словно что-то неопределенное. Фанаты связали эти два сообщения, словно головоломку, которую нужно разгадать. Открытое небо может означать надежду. Оно может означать свободу. Оно может означать потерю. И главный вопрос повис в воздухе. Означает ли это трудное решение, что Чингук уходит? Или он просто отдаляется, чтобы найти себя, надеясь, что Тэхён подождет? В конце концов, никто точно не знает, что произойдет завтра. Мир может воспринимать Чингука и Тэхёна как две звезды, идущие по разным небесам. Но любой, кто следит за этим путешествием с самого начала, понимает одну важную вещь. Трудное решение не всегда связано с выбором, кого оставить позади, а с поиском пространства, чтобы не затеряться в толпе. Чингук, возможно, пытается осмыслить свою жизнь. В то время как Тэхён остается самым спокойным и сильным свидетелем, хотя легкое прощание висит, как утренний туман. Нет единого слова, способного по-настоящему описать глубину отношений двух людей, выросших вместе под светом всего мира. Они смеялись вместе, падали вместе, поднимались вместе. Они не просто партнеры по сцене. Они две души, которые когда-то были вместе в тишине и шуме не всегда дружной жизни. Чингук сделал шаг, который, возможно, не все понимают сегодня. Но время всегда открывает глаза тем, кто терпеливо ждет. И Тэхён, решив не сдерживаться, вместо этого становится самой зрелой формой любви, которую можно подарить другому. Потому что любить – это не значит обладать. Потому что забота не всегда должна быть крепкой хваткой. Иногда то, что причиняет больше всего боли, это правильно. Вернутся ли они снова идти бок о бок, как раньше? Однозначного ответа нет. И, возможно, в этом и заключается красота. Потому что незаконченная история всегда оставляет надежду. Надежду на то, что однажды, когда буря утихнет, они смогут стоять на одной сцене. Не как люди, удерживающие друг друга, а как два человека, обретшие себя. А пока нам остается только ждать с теплыми сердцами и медленной, но настоящей надеждой. Ведь решение